Всем привет, друзья! Ну что, посмотрите, какой у нас красивый подъезд, какой ящичек, какие узоры. В общем, мы выдвигаемся из номера. Сейчас пойдем кушать и направляемся гулять. Зингер. Ага, сейчас пойдем в лифт. Тут я не поняла, это отмыто, что ли, стерто, что. Что-то закрашено. Сейчас не выключать, как внутри, да, телефон. Так я, наверное, может, пешком спущусь. Я тебя. Посмотрим. Мне кажется, когда ты пешком пойдешь, чем нет. Так, это мост Ломоносова, по-моему. Спас на Крови. Тут не знаю. Весь подъезд. Забыл, как этот мост называется. Кто знает, пишите в комментариях. Это летний сад. Так, тут что у нас? Ой, забыл. Биржа, по-моему. Или нет? А, все, я пришел. Я, короче, то здание перепутал с этим. Там очень-очень много. В лифте? Было вроде первый этаж, да, в лифте, но мы спускаемся еще. Да, в лифте очень плохо. Надеюсь, на улице не так. На улице все-таки в феврале окошко вообще снег шел. Ну, все-таки снег, я думаю, получше, чем дождь. Ну, буквально, да. когда вообще ничего не шло. Сейчас, когда мы одевались, мы выглянули, там снег. Мокрый снег. Такой. Мокрый. Да уж. Так, я забыл, у нас сюда ключ подходит. Мы как вчера вышли-то? Да. Нам же два ключа. Не знаю, что тут рядом столовая пойдем. Наверное, сейчас в столовой покушаем. Надо сумку взять. Ой, обратно сторону. Надо что-то еще. Вот, это красавец какой, да? Та-да! Он очень близко, на камере, конечно, он выглядит не так близко, но он очень. Для человеческих глаз примерно вот так. Так это выглядит, как на видео сейчас. Ближайший туалет, смотри, находится сейчас близко. Волна, 12, набережная Мойки 37, Миллионная Биржа. Вот это полезная табличка, кстати. Разговор о туалетах, который вчера у нас. Да. Тут, получается, 3 туалета есть. Это от водоканала бесплатные, крутые туалеты здесь. Так, я ехала на лифте не потому, что я лентяй, а потому что у меня нога немножечко болит, поэтому... Поэтому, к сожалению, целый день мы мотаться сможем. Собственно говоря, мы сегодня встали очень рано, но не стали вылезать из дома, потому что, я говорю, нога болит, и целый день нам не проходить. Ну и смысл тогда идти в 9 утра гулять, или выйти помочь. Где вот? Здесь или на ту сторону пойдем сделаем? Так а там-то, где этот, в подвальчике, помнишь? Ну не в подвальчике, а вниз так. Лестница. На Спаса на Крови. Ну, помнишь, мы концерт, когда... Ну, давай на Невском. Там было что-то совсем мелкое. Снежок такой мелкий, как бы, пока нормально. Вообще хотелось бы, чтобы ничего не шло. Смотрели еще утром, в общем, куда сходить. Телефон разрывается от сообщения, от звонков. Толком ничего не почитать. Нашли одно место, как нам показалось интересное. Ой, у меня есть раньше. Нашли место, но как нам показалось интересное. Сейчас пойдем покушаем, еще раз посмотрим, подумаем. Ну, хочется в такую погоду не просто, короче, бесцельно выходить гонцам, куда-нибудь ходить. И вот не знаю. Сейчас пойдем в столовую, там посмотрим.
Опять на реставрации. Спас на крови. Загорелся. Красненький. Пойдем посмотрим, что будет там, когда нам он даже открылся или без света. Так если недалеко пошли сразу прямо. Не в ту сторону. Так, в общем, я спросил разрешения на съемку картин. Я просто знаю, что художники не любят картины, когда их снимают. А здесь котики питерские, чихуа. Ну, с той стороны, сейчас все вообще снимают. Там можно, да? Да, там посмотрите, там тоже есть хорошая. Хорошо, спасибо большое. В общем, это чтобы не нарушались авторские права картин, потому что художники тоже воруют друг у друга. И очень красивые картины. Да, там прям вообще пушкой были. Здесь разрешили все снять почти. Сказали, лучше не снимать. Ну, в принципе, вот это шаблонное, поэтому здесь. Как красиво, да? Как будто даже не нарисовано, как будто это просто фотка какая-то. Вот здесь прям видно, что нарисовано, а там вот было прям как будто бы фотка. С березками красивая. Он тоже снимал на камере, да, вообще как будто фотки. У меня дедушка, папин папа тоже, он был художником, и он очень красиво рисовал, прям вообще нереально. И у него была картина один в один, как «Девятый вал». Да, называется картина? Да, Айвазовский. Просто один в один Айвазовский. И в итоге у нас хранилась она в гараже, что ли. И потом украли ее, открыли гараж и украли картину. Я не знаю, они подумали, что она настоящая или что, но в общем, это был просто шедевр. И украли. Но он просто художник от Бога был. Что-то сколько времени, Где? Пусть стоят. Короче, много народу что-то стоит там. Что, по переходу? Там и тепло. А, ну хотя едем быстрее, ладно. В общем, сейчас мы покушаем, потом включимся и скажем, что мы решили, куда мы решили идти и так далее. Так, ну что, ребят, все, мы зашли в столовую. Я взяла себе борщ со сметанкой, картофельную запеканку, хотела взять пюре, но что-то вид пюре мне не внушил доверия. И салатик витаминный. Ваня себе взял что-то лапша там с овощами, да, и салат «Цезарь». И по соку яблочному взяли, и по хлебушку. И вышло у нас всего 413 рублей. Ну, как-то так. Бон аппетита, друзья. Все, вот вышли мы из столовой. Причем, знаете, что запеканка была вообще невкусная вообще. Она вообще без соли была, и вообще это не та запеканка. Я не стала ее есть. Ну, там чувствуется, что они соли теперь мало кладут. У меня макароны, спагетти, паста тоже была, или как? Также стоим напротив гостиного двора. Сейчас думаем либо пойти, значит, в павильон студии Ленфильма, либо думаем пойти в Михайловский замок, либо еще что-то было третье у нас, но я забыла. Короче, стоим, думаем, куда пойти. Сейчас Алексей там соединится. Да, Лешу ждем, он оттуда где-то идет. Алексей, Алешка, поиграй с гармошкой. Короче, дождь пошел. Так, все, мы встретились с Лешей. Есть уличные музыканты. Вчера их вообще никого не видели. Сегодня погода получше. У них пока идет типа разминка. Вот. Так, ребят, мы, кстати, ни разу в Дом книги не заходили. Давайте зайдем вместе. Очень много книг.
Тут книги, наверное, открытки. О, кстати, открытки, Катя. Ну, давай возьмем открытки. Вот я по эту открытку и говорю. Один город, одна любовь, Санкт-Петербург. Вот, давай вот это возьмем. И будем делать фоточки. А, и тут есть такая же по-русски. Ну давай тогда вот эту. По-русски. Еще цены вообще классные. 50 рублей открытка. Бросай все и лети в Петербург. Надо посоображать, кому можно что взять. В любой непонятной ситуации лети в Петербург. Это да. Сводит с ума. Любовь с первого взгляда. Так, в общем, сейчас мы тут поковыряемся и включимся. Много всяких открыток. Такие красивые шоперы. Вообще крутые. Котики. Котики. А, это котики. О, классные шоперы. Футляр для очков. 440. Металлический. Что карта? Да, игральная карта 170. Зонты. О. Ну, тут, видимо, потом погуляем. Дождевики. 79 рублей. Emergency пончо, понял? Может взять. А что они так? Не знаю. А, ну это чисто... Простенькие какие-то могут быть. Ну, 79 недорого все равно. Да, Обычно такие 150. котиками. Ну, что стоит, не пойму. А, 1200. 1200. Такой потолок красивый. Так, пошли на второй этаж. Как уютненько. Ну, здесь вроде библиотека есть. Только Здесь, где? прямо здесь можно брать книги и садиться читать. Вот прям стульчики стоят. Можно взять книжку и сесть почитать прямо на месте. Так, там выход. Пока на выход не надо. А здесь просто не садится. История, литературная по лестнице гостиная. Смотри, поднимемся. там гостиная. Литературная Там, гостиная. наверное, проходят туда все. Почти нет. Ну да, тут вечер вроде делают, вчера проходит. Лёшка потерялся. А, нет. Так, мы пошли наверх. Так, я сейчас немного не понял. Есть какая-то детская зона, как смотри, есть. А, вон тоже открытки. Вид из окна. Вид из окна красивый. Ну, конечно же, все столики заняты.
Ну и вот здесь. Ну и вот то самое кафе с видом на Казанский собор. Так, что-то Катя куда-то потерялась. Всякие вкусные булочки. 160 рублей, 190 рублей цены. Я нашел Катю. Там, короче, ценники на пирожные, я не знаю, Ваня снимал, не снимал. Там самый дешевый вообще какой-то просто круассанчик, по-моему, 190, сосиска 160 в вот тесте только что видел. 250, корзинки там разные по 300 с лишним, по 400 с лишним. Ну, такие цены. Арис это практично. Но зато какой вид. Можно и без этих корзинок посидеть, были молодцы этим видом. Там вон что-то еще есть. Там туалет есть, я видел. Я не понимаю, как здесь поднимаются к этому. Видимо, отсюда не поднимаются. Значит, это дело монтажа было, ролика, которого я видел. Там они типа зашли такие, хоп-хоп-хоп. Там туалет. Там туалет. Нет, туалет. Здесь, видимо, сувенирчики. А, ну, Детская зона, вот эти могут поймать. манчикин. Леха, будешь фоткаться? Машинки. Ну ладно. О. Котики. Она для Ромы подсниму. Сколько котик ты ставишь? Сейчас коробка продается. Я знаю, 240. Я вообще-то с коробкой достала. Ну ладно, да еще не так сильно дорого. Ну, какие-то по 200. Они в коробочке стоят с бантиком. Это таким подарочек класс. Басик. Тут вот игры, дети могут поиграть. Видишь, что прям. И тут вот кресло, столик. Сказала, дети могут ползать, играть. Ну вот у нас что-то Лешка не играет. Нет настроения. Ладно, в общем, мы будем выдвигаться дальше. Если что, включимся. Так, в общем, Алексей Александрович нас провожает на Каменеостровскую, как правильно сказать? Станция метро Горьковская. Короче, до Горьковской идем. Пешком. Что тут идти всего 80 километров примерно. Я смотрел, но там так-то не близко. Но мы ходили. Потом мост. Ну, вот мы 100 раз. Мы 100 раз заходили. Я уже 100 раз так делал. В общем, погода лучше, чем вчера, но все равно холодно, руки мерзнут. Лучше, чем вчера. Вообще камера не включилась вовремя, я хотел вам здание показать, мое одно из любимых, вон там темное, оно в конце, но камера долго включалась. Так что сейчас идем мы на Ленфильм, выставка, или музей выставка, непонятно. В один из павильонов Ленфильма. А, в один из павильонов, да. Инсталляция. Инсталляции всякие там, в общем. Вот. А здесь готовится все-таки сцена к чему-то. Может, я опять что-то не знаю. А, мы вчера читали, что там, литературное, да, что-то? Что-то с литературой, да, там связано, написано было? Нет. Форум объединенных культур. А, форум объединенных культур. Вот там сцена стоит. Сегодня думали, кстати, в Эрмитаж, может быть, сходить. Мы были уже в Эрмитаже. Но мы, когда пришли первый раз в него, мы были уверены, что мы за 3 часа обойдем весь Эрмитаж. Конечно же, нет. Ну, 5 часов мы там всего были и не все увидели. Мы были 5 часов, потому что он закрывался, поэтому только опять проходить. И, естественно, как бы можно было честно посмотреть. Через многие залы мы просто пролетали так на максималках. Ну, чисто голова влево, голова вправо, погнали.
И думали сегодня про Эрмитаж, но потом подумали, что опять же у нас несколько дней всего буквально. И тратить целый день на поход в Эрмитаж, может быть, сейчас немножко не тот момент. Хотя мы обязательно еще раз сходим, посетим его, но я думаю, что не в этот раз. Это очень глобальное, так сказать. Ну да, это на целый день идти, а то и не один даже день. Дня не хватит все равно посмотреть. День точно надо с утра до вечера ходить. 2 дня это даже надоест. Сейчас, тем более, там был с тех времен, как начался ковид, там начали уже разделять какие-то маршруты. То есть, если раньше ты приходил, ты мог ходить как ты хочешь, куда ты хочешь, то сейчас там какие-то маршруты. С разных входов, с разных лестниц, по разным коридорам. И, наверное, там ограничены залы, которые ты можешь посмотреть. Не уверена, но я так поняла, что так. Можно выбрать один маршрут, можно другой, можно третий. В общем, все, включимся дальше. Так, мы идем по Дворцовому мосту. На удивление. Троицкий, да, там называется? Окей, Google, спасибо. Хорошо, что сейчас не очень сильно дует ветер, поэтому... В смысле, Леша сказал про Троицкий мост, это вот тот там. Да. Я показал, вот там далеко. А идем по Дворцовому. Просто я в подъезде когда снимал, или в парадной. Да, на лестнице. На лестнице, да. Там у нас написано лестница. Я сказал, что не помню, как этот мост называется. Вот он. Троицкий он называется. Ориентиры правильные колонны. С левой стороны кунсткамера. Да, и зоологический музей там еще. Да. Вот зоологический музей, вот кунсткамера. В музее точно видео есть? Кунсткамера не помню? С музея даже 2 видео. Да. Вернее, вообще 3. Одно я снимал тогда, когда мы еще не были блогерами, так скажем. А второе уже мы там получше подсняли. 2 части. По 40 минут. Туманно же, да? Но. Вообще, в общем, вообще дубак. Мы немного не подготовлены все-таки приехали. Я даже летом не сдалась, как я могла в ноябре не взять галстук, я не знаю. И, соответственно, шею так все задувает, не очень удобно. Кстати, к кольцу я почти привык. Только у меня палец мерзнет с этим кольцом. А мне пришлось отсюда снять кольцо, и так как оно больше не называет мне на какой палец, найдите сюда 2. Теперь у меня очень красиво тут 2 кольца. Можно одно дома оставить и менять их каждый день на одном пальце. Мы, кстати, туда ни разу не спускались. Ну и не будем. Что вы думаете? Не, вот здесь, в этом месте мы не спускались, по-моему. Вот там спускались, а тут не помню. Ну, центр-то мы вообще нормально так облазали. Я говорю, центр мы, говорю, нормально облазали. Нет, спасибо, не надо там ваших голубей. По 200 рублей за штучку. Ноль лезет. Лёша, где, не обвешали попугаями? Нет, спасибо. Нет. Ну, погладьте за 200 рублей. Короче, Катю на юге так развели один раз с голубями. Не развели, Ну, хотели. А что, кого посадили, я не помню просто. Мы вообще-то именно фоткались в один раз, на самом деле. Мы с Яриком приехали еще, когда он был маленький совсем, 6 лет было. И он захотел сфоткаться с обезьянкой. И как бы нам сказали, что это за платно, я не помню, 300 или 400 рублей. Ну он такой, типа, ну я бы хотела, я такая, ну ладно, давай, что. И в общем он фоткался, и ему такие, а на тебе еще одну обезьяну, короче, посадили на руку, на вторую, типа, тут у него одна была, или на плече, короче. На плече, и ты ему вторую говорила. дали. Я говорю, не надо. А они такие, да, пускай. Потом взяли еще третью, ему кого-то на кепку посадили, короче, там, не помню, как животное называлось, тоже из той серии. И в итоге, когда сфоткали, они такие, с вас 2800. Я такая, чего, говорю? Они такие, 2800, я говорю, 400 рублей. 400 рублей это одно животное, и типа один кадр, а у вас тут 3.
Типа, и то мы вам со скидкой, типа, второго тоже за 400, третьего за 200, в общем, 1000 рублей. Там еще 3 Короче, фотки за 3000. типичный думаю, еще развод. 200 скидку. Короче, по ушам мне наездили, я говорю, нет, до свидания. Вы Здесь, говорите, короче, с 400? голубями также. Я говорю 400, значит 400. Ну, в итоге я дала, и я не помню, что-то около 400 ты дала. Как мы изначально договаривались, и до свидания. А с голубями это тут один раз у этого, у собора, у Казанского. Дебилы взяли, посадили, когда на голову там мне придурок. Но у Мы Казанского сидели собора, вообще я на помню. скамейке спокойно, а у меня что-то то ли капало в чах, то ли что, я вообще злая была такая, у меня все болело. И он взял, посадил голубя этого мне на голову, он начал там скрипти своими лапами, короче. И я, короче, как разоралась там. На ваши голуби. Вот. Меня бесит то, что вот типа, вот если бы они сейчас мне сказали, за 200 рублей сфоткаешься там, не знаю, с голубями, то тут уже можно подумать. А когда тебе вешают одного за 200, потом чек у тебя там вообще на несколько тысяч, вот это вот меня бесит такой развод. Если бы они все в открытую говорили, сколько это будет стоить, мне кажется, возможно, даже они зарабатывали бы и больше. Плюс людей, по сути, обманывают, люди, когда они опытные, то есть они рассчитывают на одну сумму, ну или сказать, и сказали 200, 400, 500, ну приемлемо, да. А потом, когда говорят, что в конце кажется, что это было за один кадр и за одно животное, а там 3, 4, 5, и в общем там по несколько тысяч людей просто, ну это, конечно, неправильно. Это. Я был свидетелем, короче, и попал еще в программу, есть телеканал Санкт-Петербург, и у них там передача какая-то есть, не помню, как называется уже. Я попал в кадр, я там тоже на GoPro снимал, но я тогда для другой, не для Ютуба снимал раньше, а для теперь запрещенного Инстаграма. Туда снимал. И, короче, ты не помнишь сумму, сколько я тебе говорил? Что-то около, короче, 40 тысяч рублей. Этот вот Екатерина и Петр тряслись с жениха с невестой. Они заплатили, но студия телеканала, короче, прибежала. Начали там разбираться и в итоге сошлись на 5000. Но там вообще жесть, там, короче, мужики какие-то подошли, начали разборки там, выбивать Крыша, денег. короче. Да, крыша подъехала. И потом студия 5 канала, ой, 5-го, Санкт-Петербург телеканала вышла с камерой, я как раз сзади них шел. И они, короче, эта крыша убежала. И за ним репортер бежит, говорит, куда вы бежите, на чего вы убегаете? Было смешно и эпично. Ну, короче, деньги вернули, но не полностью. Вот так вот, такие вот фотографии. Типа, проще с одного отжать 50 тысяч и все, и быть довольным, нежели, допустим, там со 100 людьми сфоткаться и заработать те же деньги. Но зато тут хоть совесть чистая, я не знаю как. По-моему, лучше в честную работать. В общем, все, что-то я заболтался тут. Всё. Так, вот здесь летучий голландец, ресторан. Вот, давайте покажем цены. Конечно, отсырело там. Да, всё, там. но стекло- У тебя там так же стекло. было? Мгм. Мне кажется, чуть-чуть получше. Ну что тут, вот пицца, допустим, маргарита 850 с мартаделлой, не с моцареллой, ребята, это не я так перепутала, написано с мартаделлой, 940. Винегрет с Если это пряной цена не за килькой кусок, то 350, более-менее нормально. шашлык свиной 1090, осьминог с пряными травами 1990. Ну, в принципе, приемлемая цена, скажем так. атмосфера. Картофель 290 рублей. Тут я не пойму еще Магадан. Здесь два ресторана получается. Ну, вообще тут раньше был один... Летучий голландец, да. Тут еще какой-то Магадан. Летом или когда, да, вот эта надпись Магадан. Там Ну. уже елочка украшена, смотри. Там сейчас видели, есть зона для детей. Небольшой лабиринт с подушками. Тоже очень удобно, чтобы Вообще- детям не сидеть, не скучать, да, за столом. С ценами непонятно было, что там не написано сколько грамм. Если за кусок пиццы Ну, я 1000 думаю, рублей. что нет. Думаешь, В нет? таких заведениях делают нормальные порции и остальное. Суши тоже написано 320 Как рублей. бы, знаешь, кусок За маргариты штучку или не нет? может стоить 800 рублей. А может. Не может, это вообще невозможно. Но в Москве точно может. Не знаю. Где-нибудь в центре. Не знаю, все равно. Это маргарита, там ничего нет. Мы в Александровском парке. Сейчас я вам покажу тут. Это кафе, в общем, здесь. Внизу под нами кафе. Вот, собственно, под нами, в общем, здесь кафе.
Здесь, наверное, красиво было, да, когда только листва опала? Надо было мне сказать, что вот эти фонд я купила. Так, это что, камень? А, нет, дерево. Ну все, двигаемся есть дальше. кафешка. Да, я сказал, что под нами кафе. Да, там вот этот вот мини-город. Да. Неподалеку тут буквально пару минут ходьбы. Там мини-город у нас тоже там на видео был, наверное, даже не один раз. Там где основные Исаакиевский, достопримечательности. Казанский, да, вот эти все достопримечательности в мини-версиях сделаны. Из латуни. На одной площадке. Ну и все эти архитекторы там еще тоже. В общем, мы уже почти дошли. Немного осталось. Нам еще туда куда-то через дорогу и где-то там, короче. Где-то там. Пойдем. Здесь еще, кстати, проводят всякие барахолки. Часто приносят на обмен. Ну, типа объявляют дату какую-то. И сюда приходят люди со старыми вещами ненужными и меняются, там продают и так далее. Ну, разные бывают. Концепция мероприятий бывает Да. разная. Бывает, когда ты приносишь свои вещи, и ты можешь поменять здесь с кем-то обменяться вещами. А бывает, что ты можешь просто прийти и взять здесь какие-то вещи. В общем, разные бывают. То есть здесь вдоль дороги они выстраиваются. Ярмарки всякие. А заметил, да, что тут идеально чисто? Эспрессо, капучино, сырники. Не видел. В общем, как-то так. Уже немножечко темнее. В общем, мы зашли в заведение вот такое. Люди любят. Раньше был, по-моему, люди любят хлеб. Да, Ваня взял себе американо и слойка одна с ветчиной, сыром и сладким перцем и одна с картошкой. Ну, не знаю, кто из них кто пробовал. А я себе взяла сосиску в тесте слоеном и эклер с шоколадным кремом. И чаек. Мне дали еще холодненький видочек, даже чтобы разбавить чаек. Леша, о, Это слойка с картошкой. с картошкой там А там есть просто дыра. Ну, у тебя следующий видео, шаг, наверное, да. скажем. Ну, наверное. Ну ладно. Ладно, в общем, сейчас перекусим и дальше пойдем. Вот так вот выглядит заведение. Скалки. А, ну, я не заметил скалки. Ну, Очень прикольно. атмосферненько, да. Все, И в общем, очень я вкусненько. уже съел. Очень вкусно. Кофе тоже хороший. Сосиска, так сосиска такая. Вот, все, мы пришли. Там светится надпись «Ленфильм». А, ну, на камере что-то ее не видно. В общем, видимо, вход там. Видно надпись или не видно? О, вот так видно. Ленфильм. Сейчас посмотрим на горбилете. Билеты. Там дешевле на горбилете. Пока темно, видели, как стемнело. Да, стемнело нормально так. Все просто, причем там чай только 15 градусов. Все, сейчас мы в горбилет зайдем и посмотрим, что почем. В общем, вот мы зашли в здание Ленфильма. Пока не разобрались, куда идти. В смысле, тут одна дорога. А, ну, наверное, туда, да.